Привет всем! Меня зовут Кристина. Я всех нас поздравляю с началом нового сезона, когда можно достать красивые вещи, надевать красивые платья и не бояться замерзнуть. Наконец-то наступила весна, это очень приятное и долгожданное событие. И не менее приятное событие – это выход вот этого апрельского журнала Бурды. Там столько интересных моделей, шить не перешить. Сейчас все расскажу и покажу. Ну что ж, давайте посмотрим, что Бурда нам предлагает на апрель в этом году. Бурда нам уже сейчас предлагает начать готовиться к Пасхе. У нас она 4 апреля. Сделать вот таких милых зайчиков. И салфетку и подложку под сервировку. Все такое милое, весеннее, в приятных тонах. Далее такой букетик с шелковыми цветами предлагают нам сотворить. Даны все выкройки, все инструкции. И вот, та-дам! Красота красотишная, я называю. Этот блейзер, я люблю это называть пиджаками, но здесь стоит блейзер, предлагают шить из льна. И мне тут очень нравятся вот такие завязки на рукавах. Это прям чудо-чудное. Вот тут он поближе, он такой более приталенный. И завязки эти, мне кажется, очень женственно. А вот здесь, как стилизовали этот костюм, вообще волшебство какое-то. Прямая юбка с максимальным разрезом и купальник. Апрель, хотя, ну почему купальник? Но все равно очень красиво смотрится полосатый купальник и полосатый пиджак, завязки, юбка. Прям собрали все, что я люблю в образ. И таких цветов, вроде бы, казалось бы, не ярких, но причем этот образ смотрится очень ярко, незаурядно так, очень интересно. Тут пуговица в морском стиле с якорем. Все такое морское, интересное. И кармашки с клапанами. Красота, красота. Дальше. Предлагают шить блузу. Блуза у нас шьется из джерси. Шьется очень легко. Вот так выглядит техрисунок. Образ получается очень женственный. Дальше платье на размер 17-21, то есть на девушек ниже среднего роста. И мне очень нравится это платье. Немножко сборенный рукавчик, V-образный вырез. А еще я тут заметила, что колготки с маленькими пятнышками. И вот в образе, во всем образе, эти пятнышки совсем никак не мешаются. Наоборот, даже дополняют. И делают образ более интересным. Сшито все из твила. Ну, такое не очень легкое платье получается, если из твила. Но и не грузное. Понравилось мне это платье. Далее рубашка с шалевым воротником. И мне эта идея показалась очень интересная. Сшита из ХБ ткани и вот в такую полосочку. Вот здесь на плечах небольшие сборочки. И сзади у нее от кокетки идет складка. И вот такая вот она интересная. Такая милая очень рубашечка. Мне кажется, я ее точно хочу сшить. Далее юбка-карандаш. Говорят, что 2 точечки. Но вот эти вот швы меня очень смущают. Тут их 2. Мне кажется, вот здесь на боках они будут топорщиться все равно. Ну и длина мне такая не нравится. Я люблю либо, чтобы колено закрывалось, либо тогда пол бедра, чтобы было открыто. А вот это не мое. Вот пиджак нравится. И как стилизована, кстати, эта юбка в этом образе тоже очень понравилась. Юбка сшита из полиэстеровой ткани с эластаном. Вот. Швы все равно не выглядят ровными и аккуратными. Они как бы волнятся немножко. И вот здесь по боку этот шов, он вот так вот выпирает. В общем, я бы не рискнула шить эту юбку. Дальше у нас юбка идет со встречными складками, с карманами в швах и в боковом шве замок. И вот как она выглядит, мне не очень нравится, потому что она слишком топорщится и не ложится вот в эти складки. Для тех, кто наоборот хочет, чтобы юбка была такая пышная, то, конечно, лучше брать предложенную ткань. Это жаккард. Но вот как стилизовано, мне очень нравится бордовый. Тут полосочки коричневые на розовом фоне, на таком темно-розовом фоне. И голубой поясочек. Прекрасно смотрится. Единственное, вот меня смущает вот эта вот объемность такая вот в юбке. А вот этот образ прям волшебный. Шелковая блуза с горловиной качели или водопад и с пышными рукавами. Это, похоже, брюки из шерсти.
тоже немножко с отливом. И вот это вот все так перекликается. Такой образ очень красивый. Мне понравилось. Кстати, сумка очень интересная. Мне кажется, ее можно тоже сшить. Она ничего тут особенного нет. Просто на замке. Квадратненькая или там прямоугольная она. Вот повернулась бы она немножко, мы бы ее рассмотрели тоже. Такая блузка уже была в предыдущих выпусках, только из трикотажа, без вот этого воротника. Я ее уже сшила и очень красиво сидит. Здесь, кстати, тоже без выточек нагрудных. Такая легкая блузочка. Шить, мне кажется, будет одно удовольствие. Ох, вот эти брюки. Это еще одно волшебство этого журнала. Эти отложные клапаны на карманах. Единственное, я бы здесь сделала какую-то кнопку или пуговицу. Тут они по-любому прихваченные, чтобы клапан не оттопыривался. И вот сюда бы я какое-нибудь украшение придумала бы. А так, такой пояс. Даже если есть животик, он утянет. Вот эти стрелки. Это все так очень красиво. И немножко они к низу расширяются. И вот как она тут стоит, как это все стилизовано. Такая блузочка, вот эти лоферы. Это очень красиво. Образ получается нежный, летящий. Несмотря на то, что это брюки, все равно такой воздушный, летящий образ получается. В общем, такое ощущение, что эти брюки я точно буду шить. Мне кажется, корректировка не составит труда, потому что здесь на колено не идет никакого акцента. Поэтому просто удлинить по низу, да и все. И будут у меня классные шикарные брючки. Сшиты они из стрейч-твила. Ну, ложится хорошо эта ткань. Твил вообще. Твил — это тонкая ткань саджевого плетения. И вот смотрится она прекрасно. Дальше нам тут предлагают, как стилизовать вот такой образ. Еще чем дополнить: сумочка, балерины, часики, очечки, заколочки, купальник. Ну так нам предлагают это взять с собой в поездку. Но в связи со сложившейся ситуацией в мире, я не знаю, зачем они нам это предлагают. Ну, так взять на заметочку. Следующая выкройка — это выкройка вот такой курточки. На кулиске снизу присборенные манжеты, и вот здесь идут складочки по горловине, рукав реглан. И в шве вот такие карманы горизонтальные. Сшита из нейлона. И мне кажется, что нейлон немножко сюда не пишется, потому что она как-то вот так вздутая вся. Конечно, если нужен объем, то само то. Куртка, кстати, на замке, а сверху вот такая пуговица. Интересное решение. Вот с этой пуговицей очень интересно смотрится. Так, дальше у нас футболочка тоже со спущенными плечами на реглане. И выглядит она вот так. И вот этот образ мне, ну вот нет. Для меня вот здесь как-то неправильно пропорции выглядят. Эту футболку нужно чуть-чуть пониже. Либо, если такой длины футболка, то сюда леггинсы, либо узкие брючки зауженные. А вот такие лоферы мне очень нравятся. Это просто трикотажная блузка со спущенными плечами с одной точкой сложности. Ну, так, тут так и написано. Очень просто. Дальше у нас снова эти брюки, но теперь уже в белом цвете. И вот смотрите, как они все равно шикарно смотрятся. И в голубом, и в белом. Вот эти вот клапаны — это просто какая-то песня, если так еще говорят. И очень хорошо сидят они. Вот они сидят тут хорошо. Ну и раз брюки смотришь, а девушка стоит, модель, а у нее вот здесь вот эти вот складки всевозможные. А вот здесь прям хорошо сидят эти брюки. И стрелочки, клапаны. Мне все нравится, все нравится. И еще вот этот вот пояс, который вот здесь, как он будет подчеркивать талию безупречно. Нравится, очень-очень нравятся эти брюки. Я их точно буду шить. Но это я уже сказала. Эти брюки сшиты тоже из стрейчевого твила. И из габардина тоже, мне кажется, сядут эти брюки хорошо. Так, далее у нас вот такая юбка. И я хочу сказать отдельно по поводу образа. Какой он нежный, какой он женственный, какой он приятный. Смотреть на него очень приятно. Как тут все собрали. Вот эти серые полосочки дополняются вот этими манжетами серыми. Вот эта голубая кокетка дополняется голубыми босоножками. И такое акцентное яркое желтое пятно. Еще мне нравится, что это не белый цвет, а такой молочный, и он гармонизирует образ в целом. Прям приятно смотреть. Кстати, хочу сшить кардиган себе еще. Но, опять же, вот эти полоски. Сшито у нас тут из скубы. Это плотный такой трикотаж. И я вот считаю, что вот здесь все равно будет все топорщиться. Вот эти швы, мне кажется, они не лягут. Вот тут я не могу понять. Тут непонятно, тут так вот все лежит, непонятно, топорщится оно или нет. Ну, мне прям подозрительно это все. Юбка клиньями. Вот здесь выточки. Сзади тоже выточки и сзади замок. Ну, смотрится очень гармонично.
И длина прям моя, идеальная длина. Вот такую я миди длину люблю. Это моя длина, это моя юбка. Дальше в журнале тут у нас вот такое платье с цельнокроенным рукавом, с выточками по груди, выточки на рукаве с внутренней стороны, вот там, с той стороны. И предлагают это шить из вязаного полотна. И вот я считаю, что из вязаного полотна такое платье шить не стоит. Конечно, смотря какое вязаное полотно, но мне кажется, оно будет вытягиваться. Вот эти швы, боковые швы, средний шов, да, мы можем укрепить, они не будут вытягиваться. Но вот здесь оно же может провиснуть посередине. Ну, я, в общем, очень сомневаюсь насчет жизнеспособности вот именно вот этого варианта, вот этой выкройки вот из вязаного полотна. Ну, так очень приятно, тут все стилизовано, белая сумочка, белые такие грубые ботиночки и платье. Очень классно смотрится, классно выглядит. Ну и модель в целом приятная. Дальше идет туника на высоких девушек. Супер простая в пошиве. Одна точка со спущенным плечом, с двумя кулисками под грудью и с небольшими разрезиками по бокам. Но мне кажется, если взять любую выкройку на обычный размер, как раз эта кулиска, которая по талии, будет под грудью. Ну и сшитая она из сетки. Дальше мне вот понравилось вот это платье еще. Оно такое лаконичное, такое простое и в то же время такое более сдержанное, даже строгое, я бы сказала. И, кстати, шито все из джерси, из трикотажа. Вот такое трикотажное платье, приятное, аккуратное. Даже мне не мешает, что длина до колена. Вот в этом платье оно смотрится неплохо. Цепочка красивая у нее тут на руке. Ну, в общем, вот такое платьюшко. Дальше идет жилеточка. Здесь даже аппликацию сделали. И вот как она вот тут стилизована, мне очень нравится. С рубашкой, с шортами-бермудами, с сапожками. И вот если нужен многослойный образ, вот эта жилетка само то, что нужно сшить. Дальше нам предлагают сшить вот такой маленький кошелечек на руку с замочком из кожи. И вот такая пошаговая инструкция, как шить вот такую юбку. И вот, как я говорила, что не видно было на модели, а вот здесь очень хорошо видно, что вот эти вот швы топорщатся. И шить вот такую юбку я не стану. Я уже шила вот платье из трикотажа вот с похожими швами, и оно никак у меня не садилось. Вот никак не садилось. Я надеваю его, а у меня вот такие вот бугорочки. Ну и зачем они мне нужны? Я распорола это платье, разрезала его и сшила дочке вещи. Так, дальше нам предлагают тут еще один вариант стилизации вот этого жакета, который с завязками на рукавах. Тут уже такой более повседневный образ. Так, рекламка, тут рекламка. Вот детские вещи дальше пошли. Шортики из трикотажа тоже. 2 точки сложности. Тут швы в боковых карманах и сзади есть накладные карманы. Симпатичные шортики. Взяли такую расцветочку с ленивцами. Очень миленькие. А дальше идет вот такой комбинезончик. И сразу скажу, что вот такие выкройки мне вообще нет. Потому что вот как оно выглядит вот тут, вот так оно и выглядит и спереди. Вот здесь как-то закрыто вот этой игрушкой, тут непонятно. Но вот оно выглядит вот точно вот так же спереди. Мне не нравится. В общем, эта выкройка мне не нравится. Дальше идет вот такая блузочка, очень легкая в пошиве, с цельнокроенным рукавом и сзади на завязке. Подходит к тем шортикам, которые были ранее. Вот эти. Из одной ткани сшитый. Далее у нас тут бомбер вот такой из стеганого джерси на кнопках. И он такой симпатичный. Прям хочется сшить. У меня, кстати, такой материал есть. Не точно такого цвета, но очень похожего. Вот стеганое джерси вот так выглядит. Симпатично. И сочетание цветов красивое. Приятно посмотреть. Здесь нам собрали модели с подиумов в зеленом цвете. И дальше пошла зеленая палитра. Опять это платье, которое было сшито из вязаного полотна, только теперь предлагают сшить из смесовой ткани, льна и вискозы. И вот уже из такой ткани я бы не побоялась шить. Тут уже ничего не вытянется, не провиснет. А платье само по себе очень приятно смотрится. Единственное, меня смущает цельнокроенный рукав, потому что под мышками оно все-таки собирается. И непонятно,
куда эти складки, как их девать. 2 точки сложности, простенькое платьишко. И что еще нравится, такой очень лаконичный вырез, V-образный. А дальше платье, которое меня в себя влюбило. Это платье просто волшебное-волшебное, с V-образным вырезом, 3 пуговички на воздушных петлях, рукавчик немножко присборенный по окату и присборенный по низу на резинке. И дальше идут 3 яруса. Вот здесь на сборочке, здесь на сборочке и здесь на сборочке. И то есть оно вот так расширяется к низу. Единственное, что бы я исправила, так это вот эту строчку я бы не делала напуск наверх, а вот здесь уже бы оставила вот эти рюши. Предлагаю сшить из вискозного крепа. Кстати, у меня есть вискозный креп, но там мне тут, наверное, не хватит. Здесь, наверное, 3 метра на это платье надо, или 2,7, мне кажется. А у меня всего 1,7 метра. Но мне это платье очень нравится. Кстати, платье на подкладке. Ах, волшебненькое такое платьюшко. Так, далее у нас идет снова вот такая жилеточка, но сшитая уже из сетки. Ну вот если нужен многослойный образ, то вот как раз тут есть жилеточка. Неплохая. Теперь тут нам дают такую же выкройку, но уже без 2 ярусов. И получается у нас вот такая блузочка. Ну вот, как я говорила, вот эту вот рюшу я бы не стала делать. Кстати, у меня есть вот такой шифон, только коричневый, леопардовый, может быть, и из него получится неплохое платье. Надо подумать. Леопард еще в моде, кто знает. Ну, хотя, если в бурде есть вот леопардовые такие принты, значит, еще в моде. Дальше у нас идет вот эта же снова юбка, которая была из жаккарда. И уже вот здесь она смотрится более так, как мне нравится. Там она прям вот такая пышная, топорщится, а вот здесь такая лаконичная, такая струящаяся, но сшита из хлопчатобумажной ткани, поэтому она уже такая более пластичная. И вот, может быть, сошью даже вот такую юбку. Встречные складочки, карманы в боковых швах. В боковом шве еще есть замок. Мне кажется, очень удобная получится юбочка. Дальше. Опять я дальше говорю. Слишком много, наверное, в этом видео будет слова дальше. Но если оно дальше, правильно же? Вот такая парка. На основе выкройки куртки из нейлона, но более уже длинная. Замок по всей длине. И вот здесь предлагаю вставить кнопку. Там была у нас пуговица, а здесь уже кнопка. И вот, на мой взгляд, из этой ткани парка смотрится намного приятнее, чем из того нейлона. Также присборена по горловине. Вот здесь тоже есть складочки по рукавам. И внизу на кулиски. Дальше снова эта туника на высоких, но уже в другом цвете и из другой ткани. С окраской батик. Супер легко шьется. Одна точечка. Но не моя. Я такие вещи не ношу, наверное, поэтому не моя. Поэтому я как-то к ней равнодушна, хоть и я высокая. Дальше идет снова вот эта рубашка, которая была в начале с шалевым воротником. Ну что сказать, вот здесь она мне не нравится. То ли расцветка не та, то ли ткань не так сидит. Я не знаю. Хотя тут смесовая ткань ХБ с вискозой, она должно как-то хорошо сесть. Но мне не нравится, как оно тут все это выглядит. А вот те полосочки мне больше приглянулись. Далее вот такие у нас брюки. Такие брюки уже были в предыдущем журнале, только они были из джерси. Тоже вот такие короткие, немножко расклешенные к низу, но вот эти мне нравятся больше. Здесь у них спереди гульфик, карманы в боковых швах, сзади выточки, спереди выточки, и вот они сидят красиво. Здесь у них стрелки, я вообще люблю брюки со стрелками. Это моя слабость, наверное, поэтому они мне нравятся. Хотя здесь на фотографии этих стрелок толком и не видно. Сшито из ткани ХБ с эластаном. Единственное, что мне не нравится, это вот такая длина. Это моя боль с детства, потому что все брюки, которые были мне вот в этой области как раз, мне были все вот такой длины. Если же мне длина была как раз, то вот здесь было очень широко. Если я бы шила по этой выкройке брюки, все равно бы удлиняла. Дальше у нас снова этот жакет, который был полосатенький. И вот в этом цвете мне он не нравится. Либо ткань не та, либо цвет не тот. Ну, что-то не то. Вот этот намного лаконичнее смотрится. Как он сидит красиво из льна. Ну, вот прям все то. Все так и все то. А вот этот нет. Он весь топорщится и неправильно сидит. Хотя модель одна и та же. Это стречевая ХБ ткань. Ну, не сел. Ну, вот в эти завязочки я влюбилась, конечно. Едем дальше. Тут у нас пошаговая инструкция моего любимого платья. В этом номере это платье мой фаворит. Вот, как я говорила, оно на подкладке. Вот подкладка тут, вот рукавчики, все остальные детальки. Дальше пошли у нас плюсики. И первым делом нам предлагают сшить платье на запахе с
карманами, выточками по груди и отложным воротником. Цельнокроенный рукав. На тех рисунке очень красиво смотрится, но я всегда опасаюсь шить платье на запахе из ткани в цветочек, потому что очень часто эти ткани выглядят в запахе как халатики из Советского Союза. Я ничего не имею против халатиков из Советского Союза и вообще против халатов в целом. Но я не представляю, что его можно надеть на улицу, куда-то на прогулочку. Оно мне выглядит как домашний халатик. Хотя расцветка красивая. Наверное, эти цветы мелковаты для этой фигуры, поэтому такой диссонанс вызывает. Дальше нам дают такое платье. Клиньями оно тут у нас сшито, сзади замок, по плечам небольшие разрезики. Очень-очень лаконичный V-образный вырез. Но мне не нравится, как оно сидит на модели. Оно не вызывает желания сшить. А вот это платье уже очень классно сидит. Оно просто прямое, с выточками по груди, с своеобразным лаконичным вырезом и немножко присборенное по плечам. Ну и поясочек. И предлагают шить из трикотажа. Дальше снова это же платье. Вот оно. Но уже подлиннее и вискозный трикотаж. Но оно мне все равно нравится. Классно сидит. По крайней мере, вот как на модели выглядит, мне очень нравится. О, вот это платье красивое. Несмотря на то, что оно из джинса, я джинсовые вещи не люблю, но оно вот здесь на вот модели очень классно сидит. Так, это блузочный деним. Здесь у нас карманы, выточки по груди, V-образный вырез и посередине шов. Такой 3/4 рукав. Ну, нравится, сзади на замке. Классное платьишко. Такое приятненькое базовое платье. О, то же самое платье на запахе, но без цветочков. И вот смотрите, как оно выглядит. А сшито просто из ХБ ткани. Уже отложной воротник видно, кармашки видно. Вот здесь мне оно нравится. В этом варианте. Тут и манжеты отстроченные немножко, да, по-другому. Там не было ничего отстрочено. Пояс отстроченный. Эта отделочка добавляет уже такой лоск этому платью. Ну и цвет имеет значение. Дальше у нас очень опасное платье для фигуры плюсиков. Вот эти вот выточки, которые здесь нам даны, с ними очень аккуратно надо быть. Платье в целом неплохое. Оно имитирует запах, выточки по груди, сзади выточки на талии и по спинке замок. Даже со шлицей. Очень классное платье. Единственное, меня смущают эти складки, потому что вот, пожалуйста, вот здесь все прекрасно видно. Вот эти все складочки только добавляют объема. Дальше вот такое платье идет в восточном стиле. Вернее, платье не в восточном стиле, а вот принт восточный. Сшито из шелка. Очень интересное платье. 2 точки сложности. Ну, я бы на шелк 2 точки сложности, конечно, не поставила. Там придется строить отношения с этим платьем. Выточки по груди. Приятной глубины V-образный вырез. Ну и вот такой вот неровный край низа платья. По-моему, очень классное платье. А как стилизовано тут вот с этими завязками по ноге. Классно. Так, что у нас тут дальше? А дальше у нас все. А нет, вот тут нам еще предлагают сшить масочки. Ой, такие миленькие масочки. Больше всех мне нравится вот эта вот бежевого цвета маска. И вот так у нас выглядит парад моделей. Вот оно, мое платье красивое, любимое. Уже любимое, да. Пока с вами листала журнал, оно уже стало любимым. В этом журнале мне понравилось вот это, вот это, вот это и вот это. И все это я хочу непременно сшить. Ну а вам я желаю новых идей, новых свершений, новых желаний, а также сил и возможностей на воплощение этих желаний в реальность. Как всегда, не забывайте, что шить красиво просто. Ну а на этом все. Пока. Так, нет. Так, сколько я тут хочу вещей сшить? Сейчас гляну. Раз, 2, 3, 4. Так, все, 4. 4. Вот. Как начать видео? Вот главный вопрос. Ну, похоже, я начну его вот так. Так, сейчас. Да что ж такое-то, а?